Привет, друзья! С вами канал Золотой Спиннинг и я, Алексей Воронин. Сегодня мы будем готовить курицу в духовке. И я вновь предвижу вопрос. Мы что, не знаем, как делать курицу в духовке? Конечно, знаете. Я хочу поделиться с вами лишь рецептом приготовления вкусного соуса, который наверняка многие из вас не знают. А во-вторых, я хочу показать, как с помощью термодатчика можно сделать первоклассную курицу, сочную, совершенно готовую. Итак, погнали! Соответственно, если мы делаем курицу, нам понадобится курица. Я был в магазине, мне понравились два цыпленка таких замечательных, красивых. Я подумал, а почему бы их не взять? Они маленькие, красивые и быстро приготовятся. Для приготовления соуса нам понадобится соевый соус, чеснок, черный перец, соль, сахар, оливковое масло и красная молотая паприка. Для тех, кого интересует вопрос, а зачем нужен сахар, отвечаю. Во-первых, сахар, так же как и соль, является усилителем вкуса, а во-вторых, сахар будет карамелизироваться и получится хрустящая корочка. Для приготовления соуса я взял ступку. Мне нравится делать некоторые вещи в ступке, потому что это такое ближе как бы природе, что ли. Все эти электронные механизмы, мясорубки, блендеры. Тут все в натуральном виде, все руками. Наливаем соевый соус. Далее добавляем оливковое масло, соль по вкусу, сахарный песок, перемолим черный перец горошком. Также по вкусу добавляйте. Кто-то любит поострее, кто-то нет. Берем столовую ложку паприки и отправляем ее в ступку. Теперь почистим чеснок. В этот раз я не буду нарезать чеснок ножом мелко, потому что мы все равно будем его перемалывать, и я решил воспользоваться чеснокодавкой. А теперь руками начинаем приготовление соуса. Тщательно все перемешаем и протрем. Я решил, что цыплят я буду запекать не лежа на каком-либо боку, а стоя. Мне показалось, что если я их поставлю на шпажки, на которых можно делать шашлык в духовке, то это будет хороший вариант. Я взял 4 шпажки, воткнул в тело цыпленка, чтобы шпажки уперлись в кость, и отрезал ножом. Мне показалось, что это будет отличный вариант для приготовления. Вы знаете, в магазинах продаются различные формы, на которые можно курицу посадить, чтобы она запекалась именно, можно сказать, стоя. Но у меня такой формы нету, поэтому я решил проэкспериментировать. Из подручных, так сказать, средств. То ли цыпленок маленький, то ли шпажки острые. В общем, вариант давался мне очень тяжело. Одна курица кое-как у меня встала, вторую я также стал делать, в надежде на то, что со второй курицы придет опыт. Теперь необходимо наших цыплят обмазать в соусе. В принципе, это можно сделать в большой посуде, но для наглядности я место для съемки застелил пищевым полиэтиленом, положил своих цыплят и буду равномерно наносить слой соуса. Обратите внимание на цвет, который уже получается. То есть благодаря красной паприке и соевому соусу получается уже красивый вид. Соевый соус придаст определенный темперамент, соль сделает продукт более понятным, сахар, как я уже сказал, позволит получить нам красивую корочку. И, соответственно, чтобы все это не горело, у нас все это держится на оливковом масле. И, как мы все с вами понимаем, какая курица без чеснока. Хорошо ее промазывай со всех сторон. Но, как и ожидалось, результат оказался плачевный. Курица не хотела стоять, кроме того, я испугался того, что в процессе готовки мясо станет мягким, а курица упадет. Решение нашлось простое. У меня нашлось 2 маленьких банки, не помню из-под чего, может быть из-под детского питания, может быть из-под каких-то небольших консервов, и я усадил куриц прямо на эти стеклянные банки. В банки я ничего не наливал. Далее, для того, чтобы четко контролировать процесс приготовления, я взял вновь приобретенный прибор с термощупами и посмотрим, как получится курица, запеченная не по времени, а именно по температуре приготовления. Щупы я загоняю в курицу, в грудку, поскольку это самая толстая часть мяса, поближе к кости, чтобы точно со 100% вероятностью жар дошел до необходимого места.
Итак, смотрите. Два датчика. Один показывает 17, другой 18. Далее курицу я помещаю в духовку. И теперь мы видим на приборе температуру. Этот прибор можно подключить к смартфону через Bluetooth соединение и также контролировать процесс приготовления. В специальном приложении я выбираю тип мяса. Там уже заранее выставлена температура на каждом из датчиков. Вот видите, вариантов очень много. Можно даже свои пресеты задать. Курица готовится при 74 градусах. Считается, что она уже готова. Итак, одна курица у нас 23 градуса, вторая 29. Не знаю, почему они побежали порознь, но почему-то так. Прошло некоторое время, и мы видим, что одна курица уже 72 градуса, а другая 66. Это имеется в виду температура уже внутри курицы, внутри цыпленка. Когда температура доходит до нужной, выставленной, раздается сигнал как на передатчике, так и на смартфоне. Поэтому нет необходимости контролировать приготовление блюда вблизи. По-моему, до 100 метров работает смартфон. Итак, курица у нас приготовлена. Давайте смотреть полученные результаты. Термощупы горячие, поэтому я их вынимаю аккуратно. Далее, прежде чем приступить к трапезе, необходимо подождать, чтобы продукт дошел внутри себя. То есть в процессе того, когда вообще любое мясо готовится, там происходят такие разные процессы, тепловые, там различные. Вот, и нужно, чтобы потом мясо отдохнуло. Есть такое понятие, отдохнуло мясо. Поэтому я накрыл цыплят своих фольгой и дал им постоять еще минут 15. Вот те баночки, о которых я говорил. Хороший вариант получается. Аромат, конечно, стоит на кухне обалденный. Так, вот, будем смотреть с грудки. Обычно грудку есть не любят, потому что она сухая. Но посмотрите, какое мясо получилось внутри. Сочное, видите, оно блестит. Это значит, в нем содержится необходимое количество влаги. Давайте посмотрим вторую курицу. Потому что одна курица у нас стояла, будем считать, что чуть побольше, она дошла до 79 градусов, а вторая до 74. Также смотрим на мясо, которое получилось у нас в грудке. Отличное готовое мясо, посмотрите. Все пропеклось до кости. Видите, мясо блестит. Это говорит о том, что в нем содержатся все соки. Давайте попробуем. Ну, прошу прощения, что руками такими грязными. Зато заодно с соусом сразу попробуем. Аромат обалденный. Конечно, вот этот соус имеет большое значение. Друзья, вот такой рецепт соуса вы можете взять на заметку. Если вы будете готовить курицу, казалось бы, уже обычное блюдо, которое пробовали все, тем не менее, я уверен, что вам найдется чем удивить своих гостей, и они скажут: ну а вам хочу пожелать приятного аппетита, всего хорошего. С вами был Алексей Воронин и канал Золотой Спиннинг. Всем пока!